Меня случайно заинтересовал такой вопрос. В слоях земной атмосферы на какой-то высоте идет повышение температуры выше нуля. Я залез в интернет и начал разбираться. Данные о строении атмосферы оказались скудны и противоречивы. Очевидно, это та область знаний, которая в принципе не интересует обывателей, и никто лишних вопросов тут не задает. Вот нам рисуют картинки, из чего же состоит наша атмосфера. Вот смотрим, на каких высотах там термосфера начинается. Тут от 250 заканчивается где-то 1300 километров. Начиная с термосферы, вот здесь начинает повышаться температура до 300 градусов Цельсия. То есть спутники летают, а там 300 градусов. Интересно, да? Теперь мы смотрим еще картинку. Вот 0 градусов Цельсия. Примерно до 10 километров у нас могут летать самолеты. И там температура понижается очень даже сильно. До 60 градусов в минус. Потом идет повышение примерно до 0. Это на 40-60 километрах. На 100 километров опять до минус 100. Это достаточно холодно. И тут мы смотрим, где-то со 100 километров пошло повышение температуры в термосфере. И тут показывается вот больше 40. И вот тут не стали написать, сколько градусов можно повыситься. Просто написали температура. И вот сколько-то может, да, повышаться. Ну сколько? Ну неизвестно, сколько-то повышается. Ладно. Тут мы тоже смотрим. Вот повышается со 100 километров и пошло повышение температуры. До скольки пошло повышение температуры? Вот неизвестно. Тут вот что-то есть, но вот и тут они упускают этот момент. Упускают. Не хотят об этом говорить. Наверное, ну, чтобы люди не задавали лишних вопросов, я так понимаю. Вот тут картинка для обывателя нарисована. Вот Земля, вот тропосфера, 10 километров над Землей. Если бы мы показали в реальном размере, то она была просто пришлепнута к Земле 10 километров. Потому что радиус Земли там большой, в 1000 километрах. А тут вот показано, в треть Земли у нас тропосфера. И вот где-то в термосфере летают космические аппараты. Вот таких картинок мало в интернете, поэтому их вот поштучно где-то надергал с разных ресурсов. И опять смотрим понижение, повышение, понижение. И уже тут 120, 140, 160 километров повышаем до 300 Кельвина. Составил такую картиночку. Тропосфера 10-15 километров до минус 50 градусов. В стратосфере мы получаем плюс 10-30 градусов. В мезосфере 80-90 километров уже минус 20-30, а там до 100 идет в разных. На 500-600 километров у нас идет повышение температуры в термосфере. Дальше экзосфера и магнитосфера до 60 тысяч километров. Итак, давайте посмотрим. Ну вот мезосфера вот здесь нарисована до 50 километров. 80-90 до 100 километров. То есть в 2 раза там меньше, здесь в 2 раза больше. А вот, например, термосфера достигает здесь 90 километров. Давайте посмотрим. Термосфера здесь достигает 800 километров. То есть еще раз, здесь до 100 километров, а здесь до 1000 километров почти. Она начинается только со 100 километров термосфера, а здесь термосфера до 100 уже заканчивается. 50 плюс 30, 50 на 400 километрах здесь экзосфера заканчивается. Давайте посмотрим, а здесь экзосфера заканчивается на 1100 километров. Как будто дети составляли строение атмосферы после того, как им рассказали лекцию. Смотрим дальше. Здесь и стратосфера у нас заканчивается на 80 километров. Здесь же у нас стратосфера заканчивается на 50 километров. То есть почти 2 раза меньше, а тут почти 2 раза больше. Ионосфера до 800 километров заканчивается. А тут у нас ионосферы вообще нет. Ну, кто-то так считает, очевидно, кто-то так. Да и бог с ним. Смотрим следующую картинку. Здесь вот очень даже так неплохо совпадает. Вот, допустим, смотрим, мезосфера на 80 километрах, точно 80. Термосфера на 300 километров. Здесь 800 километров заканчивается. Экзосфера здесь на 2000 километрах заканчивается, а здесь на 1100 километров. Ну вот не договорились ученые. В термосфере, как и в экзосфере, то есть до 1100 километров, температура 700 градусов Цельсия. Ну, нормально, 700 градусов Цельсия. Там летают шаттлы, спутники в 700 градусах Цельсия. А смотрим по вот этой вот картине, которую я описал с сайта. Смотрим, сколько здесь нам показывают. 1500 градусов Цельсия. 1500 градусов Цельсия. И там летают наши спутники. А как они, интересно, летают в такой температуре? Проверяем еще одну публикацию. Здесь смотрим по высоте. Все нормально, совпадает. Экзосфера на 800.
Ну, туда-сюда плюс-минус, ладно. Термосфера заканчивается где? Где-то на 600-800. Нормально, попадаем. Но вот какая интересность. Если здесь нам говорят, что в термосфере максимальная температура может 1500 градусов Цельсия, то здесь, не буду вникать, что такое Форт Черчилл, White Sands, разная как бы температурная составляющая, видимо, в разных условиях. А докуда у нас доходит? Давайте посмотрим, докуда доходит. И спускаемся вниз, вот здесь вот. Спускаемся и видим, что температура у нас доходит до 6000 градусов Кельвина. Минус 300 градусов будет по Цельсию. Ну, 270. 6000 градусов. То есть, вот сюда прилетел спутник, он летает где 6000 градусов. Ну, там 5700 градусов, вообще без разницы. Смотрим другую публикацию. Импортную. Вот у них термосфера на 300 километров. Здесь у нас термосфера на 800 заканчивается. Экзосфера тут на 600 заканчивается. А у нас экзосфера на 1100. Ну, ошиблись 2 раза, ничего страшного. То есть, где-то ошиблись, где-то не ошиблись. Где-то так принято, где-то не так. И температура здесь мы смотрим. Где-то примерно так 1200-1300 градусов по Кельвину. Минус 273, получим около 1000 градусов. Американцы тоже знают, что там 1000 градусов. И запускают туда свои спутники. И они летают. И все замечательно. Ну вот смотрим, это вот стандартная публикация. И тут написано рост температуры до 700-1500 Кельвина, минус 300 градусов, все-таки до 1000 градусов. Давайте теперь посмотрим, как там будут себя вести металлы при такой температуре. Алюминий 660 градусов по Цельсию. А там, допустим, 1000. Он же легкий алюминий, из него же все делают. Вот туда вылетишь, а там что сделать? Поплавится. Так, Германия. Железо. Железо на 1500 градусов плавится. Ну там до 6000 градусов, до 5700 градусов все равно попадешь, поплавится все, правильно? Может быть, у нас вообще из вольфрама делают спутники, ну чтобы они не плавились. Ну мало ли. Сколько вольфрам? 3420 градусов. Вот же незадача. А из чего же сделать спутник-то, чтобы он не расплавился? Медь 1000 градусов, медь расплавится. То есть, если там медные провода будут, все поплавится. А, все ясно. Для того, чтобы там ничего не расплавилось, нужно все это обделать керамикой, правильно? Керамикой обделали и полетели. Так же у нас делают. Давайте посмотрим температуру плавления керамики. В таблице представлена температура плавления следующих типов керамики. Карбиды, бориды, силициды, оксициды, натриды, сульфиды, металлов и так далее. Вот такой вид керамики. 3400 градусов плавления плюс-минус 150 градусов. Вот расплавится. Вот попадет там в 5700 градусов, расплавится. А может не успеет, если быстро проскочить. И вот смотрим, 3500, 3100, 2600, просто 2000 градусов Цельсия. Ну, чуть больше, чем железо, скажем так, но меньше, чем вольфрам. Самый тугоплавкий вид керамики почти 4000 градусов по Цельсию. Не может выдержать температуру, которую нарисовали там в схеме. Либо производители керамики ошибаются, либо рисователи схем ошиблись. Что такое температура в диапазоне 1500-6000 градусов? Во-первых, для того, чтобы существовала температура, необходимо, чтобы был какой-то газ, материальная среда. И чем быстрее молекулы, атомы движутся, тем выше температура. Нет среды, нет движения, нет температуры. Значит, среда там есть. И мы находим в редкой публикации робкое тому подтверждение. Одной из причин медленного уменьшения плотности воздуха с высотой является, по-видимому, его высокая температура в верхних слоях атмосферы. То есть, во-первых, возможно, что не доказано, а во-вторых, плотность там все-таки оказывается достаточная, чтобы температура там существовала. Температура начинает повышаться с уровня 85-90 километров, а на высоте 100 километров она, судя по некоторым косвенным данным, составляет около 37 градусов Цельсия. Вот некоторые косвенные, читай, мы там не были и не знаем никого, кто там был. На высоте 200 километров температура воздуха, возможно, еще на несколько сот градусов выше. На большей высоте температура должна еще возрасти. Ну 100, 200, там 225, а 6000 градусов не хочешь? Чуть-чуть, несколько, возможно, и должна. Далее, предполагаемая зависимость температуры атмосферы от высоты, полученная из различных данных, прямых и косвенных определений.
То есть предполагаем, косвенное понятное определение, а не косвенное, а прямые определения это типа предположим, Земля круглая. Вот это прямое определение и понеслась. Приведена на рисунке 34. Делались попытки определить температуру в областях полярных сияний по самим спектрам сияния. То есть, если посмотреть через стеклышко, разложить через призму, попытаться угадать, что почем там светится, не слетать туда, на той высоте не высунуть зонд, не поболтать снаружи, нет, попытаться догадаться, разложить, предположить. Все информационное пространство завалено компьютерной графикой полетов космических аппаратов, которые вообще не опираются на общепринятое строение атмосферы. За космическую эру было запущено около 20 тысяч спутников. МКС кружит на орбите 400 километров, GPS 17 тысяч километров, телевизионные 30 тысяч километров, спутники-шпионы от 200 километров до 1000 километров. Метеоспутники ИТОС 1463 километра, Тирос-Н 850 километров и так далее. То есть в принципе все занято спутниками на всех высотах и орбитах. Хоть и МКС находится в термосфере, это, как мы видим, температура 700-1500 градусов, но мы не слышали, что он плавится там. Наоборот, как мы уверены, там глубокий космический холод, если высунуть ногу. Конечно, я не ученый. Ученые скажут, что там летает очень мало отдельных молекул со скоростью, которая соответствует 700 градусам по Цельсию. Но если вы опустите градусник в среду, в которой этих молекул считать, что нет, нечему будет нагреть градусник, и он останется на отметке абсолютного нуля. Зачем тогда говорить о 6000 градусах? 6000 градусов могут быть только в случае, если там достаточно материи, чтобы нагреть этот градусник. Иначе пришлось бы говорить просто о высокоэнергетических частицах. В футурологических фильмах предлагается прыгать с парашютом из стратосферы. И хорошо, в стратосфере 30-50 градусов по Цельсию, а вот в термосфере мы бы получили из астронавта хорошо прожаренный шашлычок сразу при выходе из аппарата. Нам известно, что на Венере жизнь невозможна, что там температура 400 градусов и кислота льется с неба. Может, там на самом деле просто тоже есть такая же термосфера, которую и зафиксировали, а аппарат присадили в какой-нибудь кислотный вулкан. Может, там такая же нормальная Земля, как и у нас. Я искал какие-то фото с Венеры. Сведений вообще никаких. Нам просто объявили, что туда слетали, там жарко. Мало, ну тогда там еще кислотой сверху льет. И фото вон, посмотрите, все 3 штуки. Такие фото можно снять и здесь, как и полеты на Луну, на Марс. Если почитать публикацию «Поддельно бодрые астронавты НАСА», то подлог становится настолько очевиден, что хоть как-то серьезно относиться к полетам на Луну может только истинно верующий в это человек. СССР, естественно, не мог не знать о подлоге, и теперь уже вскрывается сговор двух держав. Может быть, сговор на самом деле намного шире и охватывает засекречивание чего-то гораздо глобальнее, например, того, что жизнь на некоторых планетах еще существует. Вскрылось, что НАСА фотографии Марса также подделывает, накладывая рыжую сепию, а в действительности там небо голубое. Фотографии Луны просто делают черно-белыми, сетуя на странные иные оптические законы природы на Луне. Получается, что взгляд на планетарное устройство нашей системы формируется НАСА, и такие же структуры во всех странах находятся с ними в сговоре. И все это лаконично укладывается в библейский проект, благодаря которому мы уже живем в альтернативной версии реальности. Ну хорошо. А если НАСА все врет напропалую и все остальные обязаны это поддерживать, какие средства мы имеем, чтобы опровергнуть или подтвердить утверждение, что Земля круглая, что есть звезды, Луна, Солнце? Допустим, нас заселили на толстый слой Земли с океанами и сверху нахлобучили атмосферу, километров 100, 200, там 300. И за ней проецируют нам космические объекты. Допустим, для содержащих этот инкубатор задача не сильно сложная. Солнце пусть будет термоядерный реактор размером может с Луну, который мотается туда-сюда. Луна, звезды, галактики, работают проекторы. В истории, кстати, масса случаев описана, когда все эти вещи тухли. Солнце тоже по несколько дней отсутствовало. Очевидно, бывает сбой, ничего, запускают обратно. А потом говорят, полюса поменялись, Земля перевернулась, еще какие-то версии придумывают. Есть масса съемок Земли, полетов, фотографий, как с орбиты, так и из космоса. Можно ли все это подделать, договориться со всеми участниками?
Практика показывает, что легко. Придумали же библейский проект, а это все, что мы знаем о нашей истории. Ничего себе такая подмена, на фоне которой вся космическая Одиссея подтасовывается в скучающем режиме. Но Земля же круглая. Да ладно, есть оптика, рыбий глаз. Сделайте себе круглую квартиру, она тоже станет шаром. А теперь есть и компьютерная графика. Еще один довод. Масса самолетов и кораблей огибает по кругу земной шар. Вода-то не выливается. Но мы-то не летаем вокруг. Были проведены акции кругосветных путешествий, запечатлены в истории. Сейчас маршруты проложили так, чтобы пересечений ненужных не возникало. На крайняк тупых можно топить. И кто знает, как можно замкнуть пространство, что мы знаем о технологиях владельцев нашего аквариума. Наука кастрирована, в ней запрещены все технологии, при помощи которых мы могли бы выяснить, что тут творится. Еще довод. Если бы Земля не была круглой, а плоской, то мы бы видели край Земли, оттуда, где мы стоим, бесконечную плоскость. А вы посмотрите на яркий источник света и медленно заслоняйте его пальцем, и вы увидите, что свет липнет к пальцу. А чтобы свету не липнуть к Земле в 30 километрах от нас, к пальцу-то он липнет? А куда тогда ракеты летают каждый день? Ну, куда-то летают. И вывешивают, возможно, спутники. Может, они там как-то двигаются, но по другим законам, не тем, что нам рассказали. Луна одной стороной повернута, так проще проецировать. Слишком высокая детализация для данного объекта требуется. Может, и спутники в ту сторону летают, может, там что-то и есть за проекцией. Может, правда, там кусок Земли, планеты, я не знаю. Но нам об этом ничего не скажут. А как расположить звездное небо относительно каждой точки Земли и вращать его, так, чтобы нам казалось, что мы живем на круглом шаре, наверное, это чисто техническая задача. Но все кажется таким обоснованным. Хорошо, посчитайте, сколько времени потребовалось, чтобы утвердить новую картину мира. Свести концы с концами, обосновать, нарисовать, доказать недоказуемое, впихнуть невпихуемое. Вот сидит сотрудник НАСА, ретуширует виды Марса. Упс, забыл сепию на изображение включить. Ну, бывает. Это же вот надо понимать, что не первую сотню лет десятки миллионов людей обеспечивают в ежедневном режиме при неограниченном бюджете картину мира, которая состоит из истории, науки, религии, окружающего мира. Они все время строят Стоунхенджи, научные теории, начиная с Большого взрыва, липовые законы природы, устройства, свойства, психику человека. А когда что-то не сходится, то устраивают войны. И в образовавшийся тайм-аут сводят концы с концами. Я, конечно же, уже не верю в религии, историю, медицину, теоретическую науку, но все еще верю в то, что Земля должна быть круглой, ведь она притягивает нас, а Солнце всходит и заходит. И над нами толстый слой атмосферы, и звезды над головой, спутники летают. Как проверить, что это так?